Пока ролик не начался, хочу тебе порекомендовать свой телеграм-канал. Там будут выходить моментики из реальной жизни и видео, которые я сделала по фану и которые не связаны с каналом. Но самое топовое — это то, что я буду туда выкладывать видео на полчаса раньше, чем в YouTube. Так что сканируйте QR-код или переходите по ссылочке в описании. Ладно, оператор, врубай интро. Всем файн, с вами Ева Sunshine, и сегодня будет айсберг по нашему любимому Гами. Сразу говорю, что это мой первый айсберг, и больше я не буду снимать видео такого формата, так что можете на меня не подписываться. А то вдруг кто-то подпишется из-за этого видео, а другие мои видео не будут смотреть. Это видео я делала очень долго, и я наконец-таки его доделала. Итак, в этом видео будет собрана информация с вот этих двух испанских айсбергов и информация, найденная мною, или может даже теории, придуманные мною. Я сама даже когда смотрела эти айсберги, узнала много новой информации. Думаю, ближе к концу видео вы поймете, почему многие до сих пор сидят в этом детском фэндоме, в том числе и я. Ведь этот зеленый медведь с откусанным ухом скрывает больше, чем вы думаете. Но не будем долго тянуть, поехали! Итак, всего у нас будет 5 отделов. Верхушка, мелководье, дно айсберга, темные воды и бездна. Начнем с верхушки айсберга. На ней будут самые очевидные факты, которые знает каждый фанат. Первое появление. Первое появление Гами было в 2006 году в короткой версии I'm a Gummy Bear. В 2007 году была создана полная версия. Рингтоны. Компания Jumbo во многих странах мира продавала рингтон с гуммибером, благодаря чему он смог сравняться с Crazy Frog'ом. Из-за того, что эти рекламы очень часто крутили, многие начали ненавидеть Гами, но все равно фанатов было больше, чем хейтеров. Look for the Gummy Bear album in stores on November 13th, with lots of music, videos and extras. Думаю, каждый, кто смотрит это видео, помнит это вступление. Вся эта фраза переводится как «Ищите альбом Гуммибера в магазинах 13 ноября с большим количеством музыки, видео и дополнений». И мы узнаем информацию, что первый альбом появился как раз 13 ноября. Вроде с первого взгляда ничего необычного. Но люди с этой фразой начали делать очень много мемов, в том числе и гачеры. Особенно часто их выкладывают как раз 13 ноября. Кстати, я тоже ровно в 12 часов ночи выпустила это видео. Даже создатели сделали отдельный канал, где они выкладывали мемы с 13 ноября. Но об этом потом. Альбомы. На данный момент в 2023 году у Гами 8 альбомов. I Am Your Gummy Bear, Lola Love to Dance, Party Pop, The Gummy Bear Song Around the World, The Gummy Bear Album и Gummy Bear Album 2020. И 2 новогодних Christmas Jealous и Holiday Fun Time. Yummy Gummy Search for Santa – это новогодний фильм от создателей Гами. В кинотеатрах вышел в 2012 году. Господи, в каких кинотеатрах он на дисках выходил? В Ютубе в 2014. К сожалению, на него нет русской озвучки. В этом фильме впервые появляются Кала, Гарри и Вампира. Зрителям не очень зашел этот фильм из-за сюжета и плохой графики. Насчет сюжета я могла бы и поспорить, потому что, как по мне, он интересный. Но с графикой согласна, лучше все-таки ее улучшить. Не, ну вы только посмотрите на эти рожи. Перейдем к актерам озвучки. Гами в фильме озвучивает Соня Болл. Калу озвучивает Холли Гаузер Франкел. Гарри Брюс Динсмор. А Вампира озвучивает Рик Джонс. Заранее извиняюсь, если я неправильно произношу имена. Gummy Bear Show – это мультсериал от тех же создателей Гами. У него рейтинги выше, чем у фильма, но все равно низкие. Сразу можно сказать, что графика улучшилась, но не до совершенства. Тут уже на протяжении всех эпизодов менялись актеры озвучки. Гами тут озвучивали Соня Болл, Эрик Артел и Филиппа Александр. Калу в Gummy Bear Show озвучивает Бекка Стюарт, а Гарри Уолли Вингард и Адам Дигл. Вампира этому персонажу я посвятила отдельный пункт. Вампира – это красная летущая мышь, которая обожает тутти-фрути и имеет немецкий акцент. Но в Gummy Bear Show его удалили, как будто и не было. Из источников можно найти информацию, что Вампира удалили из-за взрослой шутки про кровь. И в Gummy Bear Show его заменила бабушка Питерс, хоть она не главный, а второстепенный персонаж. И четверка превратилась в троицу. Но слава богу, из самой франшизы его не удалили. Ведь его можно увидеть в новых музыкальных клипах. Например, недавно вышел новый новогодний клип All the Children. И угадайте что? Там был Вампира.
Но еще его можно увидеть в конце клипа Скэтман в роли оператора. А ведь именно так можно сейчас описать вампира. Оператор. Как бы сам как личность на камеру не появляется, но в проекте все еще присутствует. В итоге вампира из главного персонажа превратился в персонажа, мелькающего на фоне. Кала вампира. Этот шип является каноном. Но так как по всем известным причинам вампира удалили, то Кала в Гамми-Бер Шоу стала одинокой. Даже в новых клипах не было ни одного намека, что они пара. Можно сказать, что вампира и Кала расстались. Переходим к мелководью. Тут уже будут интересные факты, которые знают больше половины фанатов. Изначальная концепция. Думаю, вы в старых клипах видели не только Гамми, но и других цветных медведей. В основном он был только с ними. Изначальная концепция такова, что Гамми просто один из мармеладных медведей из упаковки мармеладных мишек. Даже в конце клипа I'm a Gummy Bear он просыпается среди других мармеладных медведей. Но самое интересное, что в клипе Mr. Gummy Bear впервые появился Гарри. Правда, он был желтого цвета, ну ладно, он же все-таки хамелеон и умеет менять цвета. А еще в клипе Mr. Gummy Bear впервые появился главный злодей Yummy Gummy Search for Santa Алан. Правда, он тоже был перекрашенный. Видимо, создателям было лень создавать новые модельки для Yummy Gummy Search for Santa, поэтому они просто старые перекрасили. В общем, понятно, что в этом мире не только медведи есть. А ведь тогда никакого Gummy Bear шоу даже в планах не было. Но прошли времена, поменялся сюжет, появились Кала, Гарри и вампира. И в итоге другие медведи, кроме нового персонажа Минди, просто отпали от сюжета и стали появляться намного реже. Последний раз их можно увидеть в клипе 2020 года Kick the Ball. И то это не просто перекрасили медведей из того же Go for the Goal, который, между прочим, в 2010 вышел. Сейчас на экранах вы можете сравнить моменты этих двух клипов. Все, что вы только что услышали, это была моя теория. И у меня есть еще одна теория об его изначальной концепции. Возможно, что Гамми изначально задумывался как персонаж для взрослых, и он должен был всех раздражать, прямо как Crazy Frog. И это можно объяснить и тем, что он писал песни для взрослых. Но об этом ближе к концу ролика поговорим. Но в итоге все пошло не по плану. Оказалось, что Гамми многим нравился, и не просто кому-то, а детям. И многие начали жаловаться, что Гамми поет о некультурных вещах. И в итоге он перешел на детский контент. Вот мне самой не верится, как вот это превратилось в вот это. Изменения. Во многих других версиях песен и клипов можно было увидеть несколько изменений, например, в расположении предметов и освещении. Игры. У Гамми было много мобильных игр, и сейчас я о них подробно расскажу. The Gummy Bear Mobile Game – это первая игра от Gummy Bear International. Судя по трейлеру, тут очень много мини-игр. Игра была доступна только в App Store. Gummy Bear I Love You – она была доступна только в App Store. И тут тоже очень много мини-игр. The Gummy Bear Video Player – это была не игра, а обычное приложение, где можно было посмотреть все видео от Гамми. Но менюшка была интерактивная, можно было взаимодействовать с Гамми как хочешь. Приложение было доступно в Google Play и App Store. The Talking Gummy Bear. Думаю, по слову talking или говорящий уже и так понятно, про что игра. Можно было взаимодействовать с Гамми как хочешь. Игра до сих пор доступна в Google Play и App Store, и вот как ее геймплей выглядит сейчас. И знаете, все-таки версия из трейлера выглядела попривлекательнее, чем это. Gummy Bear Bubble Up. Думаю, по названию игры уже и так понятно, в честь какой песни была сделана игра. Геймплей был очень простой, надо просто лопать пузыри. В принципе, логично. Игра была доступна в Google Play и App Store. Gummy Bear Runner. По слову Runner уже и так понятно, что это игра жанра Runner. Она по сравнению с другими играми вышла недавно. Игру можно скачать в Google Play и App Store. Gummy Bear Aquapark. Это тоже что-то типа раннера. На данный момент это самая новая игра от Gummy. Ее можно скачать в Google Play и App Store. Ну все, с играми покончено, переходим к другому пункту. Создатели. Думаю, уже и так понятно, что Gummy создала такая студия, как Gummy Bear International, а именно Кристиан Шнейдер. И блин, если бы не было этого человека, то никакого Gummy бы и не было. В интернете я нашла что-то типа интервью 2019 года. Полностью вы его можете посмотреть по ссылке в описании. Единственное, что я помню с этого интервью, это то, что Кристиан Шнейдер был в кафе, и какая-то женщина его назвала похожим на мармеладного медведя. И пошло-поехало.
Gummy Bear Show и Смешарики. Казалось бы, чем связаны эти два шоу? Думаю, вы знаете, что Смешариков создала такая студия, как Петербург. Но сейчас мы будем говорить о студии Рики, которая держит Смешариков и Фиксиков. Так вот, именно Рики сделали русскую озвучку первого сезона Gummy Bear Show, и у них вполне неплохо получилось. К сожалению, эта озвучка была удалена с официального канала Рики, но она была залита на новый канал от создателей Gummy Bear Show International. Также Рики отказались озвучивать второй сезон, так что, скорее всего, второго сезона на русском языке не будет. Чо Какао. У этой песни есть целая история. Если верить Ютубу, то самая первая версия была как раз Чо Какао, и она была на французском языке. Но потом песню перевели на английский язык, и она уже называлась Choco Choco. Но прикол в том, что это была уже совершенно другая песня, просто с таким же клипом. Да, я не спорю, смысл песни такой же, но там уже совершенно другая мелодия и другая минусовка. И когда уже начали ее переводить на другие языки, за основу уже брали Choco Choco. Сейчас вы можете сравнить маленькие кусочки припевов этих песен. Каналы. У Gummy Bear International был не один канал. На каком-то они выкладывали обучающие ролики для малышей, на каком-то мемы, на каком-то просто заливали аудиотреки, а на каком-то они просто ставили оригинальный ролик, на котором уже почти 3 миллиарда просмотров. Но самый основной канал — это The Official Gummy Bear Channel. Эти и другие каналы можно найти на официальном канале во вкладке канала The Gummy Bear Network. I'm Blue. Думаю, многие из вас знают эту песню. Гамми в 2007 году сделал на нее кавер, а клип вышел только в 2018. В том же 2018 вышла новая версия I'm Green, на котором в клипе они просто поменяли синий на зеленый, даже глаза Гамми, которые должны быть голубыми. И в самой песне все Blue заменили на Green. Ну да, это тогда было нелогично, что зеленый медведь поет, что он синий, а так все логично стало. Gummy Bear Shop. У Gummy Bear International также есть свой магазин, на котором продаются и сувениры, и игрушки, и наклейки, в общем, куча всего. Экстраваганза. Экстраваганза — это такой формат роликов, где собраны все версии I'm a Gummy Bear на разных языках. Эффекты. Думаю, каждый фанат Гамми сталкивался с такими видео, где оригинальные клипы просто искажают. Например, ставят зеркала, меняют цвета, задом наперед прокручивают, а может даже все сразу. И эта дичь собирает много просмотров. Самый популярный фанатский канал с такими видео — это канал Гамми Влада, на котором уже почти 500 тысяч подписчиков. И он, кстати, является русским. Но есть и официальный канал от создателей, на котором 1 миллион подписчиков, где выпускается такая же дичь. ТикТок. У Гамми также есть свой ТикТок, где он тоже выпускает разные видосики. Блин, а это считается за каннибализм? Макароны. Макароны — это любимое блюдо Гамми, чему был посвящен целый эпизод. Мэшапы. Гамми в русскоязычных странах стал очень популярным персонажем для мэшапов. Особенно часто делают мэшапы с Моргенштерном, ведь многие люди считают, что Гамми на него похож. А еще чаще делают мэшапы с мемами. Переходим к дну айсберга. Тут уже факты будут поинтереснее, чем в первых двух разделах. Розовая медведица. Она появлялась лишь единожды в клипе La 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 I Love You. И судя по сердечкам над ее головой, она нравится Гамми. И после этих нескольких секунд она больше нигде не появлялась. В других клипах тоже были розовые медведицы, но они были не такими, как она. Возможно, они с Гамми раньше встречались, но потом расстались. И если бы они до сих пор были вместе, то скорее всего они бы жили в одной квартире, чтобы нам наглядно доказала Gummy Bear Show. Но там никакой медведицы нет. Так что можно подумать, что они расстались. Кала Гамми. Это мой любимый шип. И если вы не хотите слушать мои вопли, что это идеальная пара, то перемотайте на этот тайм-код, потому что это будет надолго. Давайте начнем. Давайте начнем с самой шиперской серии Gummy Bear Show, а именно с 31 серии первого сезона. Сюжет разворачивается в том, что Гамми хочет стать игрушкой единорогом в коробке. Ведь оказывается, что Кала обожает единорогов. Да, мне самой кажется это странным для кошки-каратистки. Но не в этом суть. Многим эта идея покажется безумной, но блин, это же Гамми, от него можно ожидать что угодно. И как вы думаете, зачем Гамми это делал? Правильно, он хочет, чтобы Кала была счастлива.
Но мне кажется, что Гами это сделал не как подарок для друга, а как намек на его влюбленность. Конечно, многие сейчас подумают, что я перебарщиваю, но блин, если бы Гами реально сделал это по дружбе, то почему от Гарри ничего такого не сделал? Или я, наверное, это забыла? Если вы помните, то напишите в комментариях. Тем более реакция Калы на обычного единорога и на единорога Гами отличается. Когда она видит обычного единорога, она начинает радоваться и флексить. А когда видит единорога Гами, у нее совершенно другая реакция. Думаю, сама суть понятна. Перейдем к 4 серии 2 сезона. Сюжет таков. Кала превратилась в обычную кошку. И не просто в обычную, а в агрессивную кошку. И, конечно же, по вине Гами. И Гами принимает максимально тупые, но милые решения. Гами с Гарри решают, что ей нужна любовь, чтобы она превратилась обратно в себя. Я бы на их месте вызвала доктора. Гами ее то обнимал, то притворялся ее мамой. Но есть один моментик. Есть одна сцена, там где Гами дает Кале медвежонка и бумажное сердце. И блин, это так по-шиперски. Но все портит то, что во время этой сцены Гами говорит вот эту фразу. Here, Kala, commercial love. Что переводится как «Вот, Кала, коммерческая любовь». Но вдруг он специально так сказал, чтобы Гарри не узнал, что у него на самом деле на уме. Кто знает. И самое интересное, что это все делал только Гами. А Гарри просто стоял в сторонке. Ну и под конец держите несколько скриншотов. Фух, оказалось, что это заняло меньше времени, чем я думала. Были еще шип-моменты, но я рассказала только самые основные. Думаю, и так уже понятно, что я очень сильно хочу, чтобы они стали парой. Гами Гарри. Да, в этом фэндоме есть и такие шипы. О нем я так подробно рассказывать не буду, просто держите пару скриншотиков. Единственное, что я хотела сказать, это 31 серия 2 сезона. Сюжет рассказывает о том, как Гами и Гарри склеились. Да, это шаблонный сюжет, но в отличие от других мультфильмов нам показывают такие сцены, где они спят и моются, что мне показалось немного странным. Или может я смотрела только те шаблонные серии мультфильмов, где их не было, а на самом деле таких сцен просто куча. Но подвох в том, что эта серия вышла 25 июня. А 25 июня это день ЛГБТ. Не знаю, совпадение ли это или нет, но судя по тому, что они продавали кнопки с ЛГБТ, о которых я поговорю попозже, мне кажется, что все-таки это не совпадение. Файлы игр. В некоторых файлах игр можно было найти файлы, которые не использовались в финальной версии. И сейчас вы можете их увидеть на экране. Размер, цвет и язык. Модельки Гами постоянно меняются, и также меняются мелкие детальки. В самых первых клипах Гами изображали как толстого большого медведя, но со временем он начал уменьшаться. Например, в Gummy Bear Show и в Yummy Gummy Search for Santa он изображается, как и было раньше, большим медведем, но в новых клипах он стал очень маленьким. И господи, почему он, когда маленький, такой милый? Но все-таки мы все больше привыкли видеть старого доброго толстяка. И блин, как мне его шиперить с Калой, если в новых клипах он по сравнению с ней маленький малыш? Также менялся и цвет тела. В старых клипах он был светло-зеленого цвета. В Yummy Gummy Search for Santa он резко потемнел и стал темно-зеленым. И после Yummy Gummy Search for Santa он тоже был темно-зеленым. Но в Gummy Bear Show и в более новых клипах он стал ярко-салатовым. Также менялся цвет языка. Он был и красным, и черным, и салатовым, и темно-зеленым. Но окончательный цвет все-таки был темно-зеленым. Но все равно он постоянно меняется. Например, в играх у него все еще красный язык. И вот вам как бонус к этому пункту 2 изменения у Калы. В Yummy Gummy Search for Santa и в новых клипах у нее мех в ухе голубой, а в Gummy Bear Show синий. Также в фильме и сериале у нее язык розовый, а в новых клипах голубой. Пилот Gummy Bear Show. Его можно считать эксклюзивным, потому что его удалили с официального канала. Но его спокойно можно найти в YouTube. Но все-таки и у него были свои особенности. Первое, что там в начале появляется самая первая перекрашенная версия Алана из Mr. Gummy Bear. Вторая, что у Калы появился какой-то баг с ушами, и они стали розовыми. Третья, там есть вампира. Четвертое, что действие там происходит на острове. Хоть в самом Gummy Bear Show, а эта локация ни разу не появлялась. И пятое, это то, что у Гами теперь вот такой голос. Oh boy,
Any of you guys seen Vampiro? Да, именно таким должен был быть изначально голос у Гами. Но из-за нехватки бюджета ему все-таки сделали другой голос, который мы все знаем. И если честно, голос из пилота ему вообще не подходит. Вы можете полностью посмотреть пилот по ссылке в описании. Рекламы. Гами часто брали для разных реклам, не считая рекламы рингтонов. Но я в интернете нашла какие-то непонятные рекламы от Джамбо. Подробностей о них я, к сожалению, не нашла. Но Гами также снимался в Румынии и в Греции в рекламе колбасы и Фантис. И реклама с Фантис есть просто куча. Но он также снимался в рекламе 11880. Также я нашла рекламу с презервативами, но поподробнее об этом к концу ролика. Марио. Есть фанатская версия клипа Gummy Bear, там где Гами заменили на Марио. И также некоторые сцены переделали под мир Марио. И сама песня тоже была изменена. Импостер. Это тоже что-то типа Марио. И версия с Амогусом из Among Us была намного популярнее, чем с Марио. Пасхальный кролик. На официальном канале есть видео, где кролик просто реагирует на клип. Но в нем, в принципе, нет ничего особенного. Ведь они просто откуда-то взяли кролика и в левом верхнем углу поставили Гами. Ляпы. Мало кто заметил, но у Гами дома происходит какой-то хаос. Так и в Gummy Bear Show, так и в Yummy Gummy Search for Santa. Хоть там два совершенно разных дома. В домах постоянно меняется интерьер. Лестница может куда-то переместиться, а может даже и дверь пропасть. В общем, куча ляпов. Но есть и другие ляпы. Например, вот Коала пинает мяч. А потом, когда она прыгает, видим, что он завис в воздухе и даже не приземлился. Также вещи могут проходить сквозь текстуры. Даже сам персонаж может перекраситься. Например, тут у Коалы стал голубой нос, сердце стало бордовым, а хвост полностью посинел. Голоса. У Гами есть несколько вариантов голосов, и сейчас вы можете всех их услышать. This Friday on my YouTube channel. It's taken years to make, but now it is finally ready. Can't wait for you to see it. Yes, Way! Santa vanished! I was just dreaming about him! Merry Gummy Christmas, everybody! Hey, Callum, what do you think you're doing? Camouflage. Nice. Oh boy. Any of you guys seen Vampiro? Wow! Did you see how happy that little surprise toy in the box made her, Harry? I want to be part of that. Коллаб. В 2021 году Гами сделал новогоднюю коллаборацию с Энгельбертом Хампердингом. Надеюсь, я правильно произнесла имя. Где они спели авторскую песню Энгельберта «A Christmas for the Family». Silly Gummy Bear Dance. Это видео я уже могу назвать странным, но хотя в нем тоже нету ничего необычного. Тут просто показывают танцующих людей, рядом с которыми поставили Гами. И на удивление тут довольно хорошая графика. Мне вот интересно, почему в Gummy Bear Show он размером с человека, а тут он по колено? Виткон 2016. Опять же, тут просто танцующие людишки. Но в отличие от Silly Gummy Bear Dance, таких роликов было несколько. 360. Gummy Bear International также сняли несколько роликов в формате 360 градусов. Есть зимняя версия, а есть версия с американскими горками. Мне больше нечего говорить, так что смотрите на сладкие виды. Названия на других языках. Gummy Bear International очень часто обманывали своих зрителей. Ведь они в какой-то момент начали делать названия видео на других языках. И я сейчас говорю не о песнях, а о других видео, которые на английском. Они писали названия на многих языках, и, к сожалению или к счастью, русского языка это тоже коснулось. Я помню, в детстве мне попалась в рекомендациях серия Gummy Bear Show с русским названием, и я уже обрадовалась, думала, новая серия на русском, захожу, а там все на английском. И так было несколько раз. Хотя у вас есть партия. Походу им надо нанять нормального переводчика, потому что I like to party это очевидно, что переводится как Мне нравятся вечеринки. другие проекты. Gummy Bear International также сделали несколько других проектов. Но в основном они детские, такие же как Gummy Bear Show, но они такими же популярными, как Гами, не стали. Первый, кого мы будем обозревать, это Bellyfant. В основном тут выпускаются только детские песенки, прямо как у Гами. Но пока мультсериалов и чего-то подобного нету.
Гамми также его рекламировал в одном из роликов. Но все-таки есть кто-то, кто более популярен, чем Беллифант – Папперотти. На его канале уже 100 000 подписчиков, но в отличие от Беллифанта ему было уделено больше внимания. Например, его можно заметить в клипах Гамми. Например, тот же Gummy Egg. Даже в новом клипе All the Children его можно увидеть играющего на пианине и в финальном кадре. Блин, брать бы этого Папперотти отсюда, если бы его тут не было, было бы легендарное воссоединение четверки. А так он всю красоту портит. Переходим в отдел «Темные воды». Тут уже будет несколько жутких фактов и факты, о которых мало кто знает. Удаленные сцены. Есть теория, что сцены, которые вы сейчас видите на экране, были удалены из финальной версии I'm a Gummy Bear, легендарной песни, из-за которой он прославился. Пока что непонятно, правда ли это или фейк. Но мне лично кажется, что это фейк, потому что анимация от оригинального клипа сильно отличается. Откусанное ухо. Думаю, многие раньше задавались вопросом, почему у Гамми откусанное ухо, в том числе и я. На самом деле конкретной истории нет о том, что случилось с его ухом. Создатели ответили, что они сделали так специально, чтобы это характеризовало персонажа и было его фишкой. И действительно, если сказать только 2 слова «откусанное ухо», уже сразу можно понять, о ком идет речь. Скрилекс. Мало кто знает, но персонаж детства сотрудничал со Скрилексом. Если честно, я впервые о нем слышу, но вроде бы он известный. В некоторых его песнях можно услышать компьютерный канонический голос Гамми, который используется буквально в каждой песне Медведя. Сейчас вы можете услышать пример одной из песен, которая по какой-то причине не защищена авторскими правами. Gummy Bear 3D Movie. Опять же, мало кто знает, но после Yummy Gummy Search for Santa должна была выйти еще одна полнометражка Gummy Bear 3D Movie. Но она так и не вышла. Но если бы все-таки она вышла на свет, то скорее всего никакого Gummy Bear шоу не было. И тогда бы все было по-другому. Точности сюжета неизвестны, так как в разных источниках пишут по-разному. Но есть одна точная правдивая информация. Гамми должен был озвучивать Джон Траволта, и голос должен был быть похож на тот, что в пилоте Gummy Bear Show. Где-то пишут, что сюжет должен был быть вот такой. Когда Гамми и его друзья обнаруживают таинственное яйцо, они вскоре узнают, что оно является источником энергии для мира пришельцев. Теперь, преследуемые зловещим правительственным агентом, Гамми и банда должны были помочь застрявшему инопланетянину вернуться на свою планету с яйцом, чтобы спасти свой мир. Мне кажется, что этот пришелец — это Алан. Где-то пишут, что Гамми должна была достаться тестовая версия компьютерной игры про космос. И яйцо, которое он находит, было то же самое, что и в игре. И скорее всего главным злодеем должен был быть тоже персонаж из игры «Красный пришелец Снарк». Также должно было появиться несколько новых персонажей. Первый — это самая большая фанатка Гамми Мими. Кто это Мими, непонятно. Может это человек, может и животное. Также должен был появиться новый персонаж Кексик или Капкейк. Опять же, нам неизвестно даже пол этого персонажа. Также должны были появиться такие персонажи, как Капитан Стил, его агенты Клинт и Ли и отец Мими профессор Гибсон. Самое интересное, что в этой статье не было замечено Калы хотя бы в основной сюжетной линии. Хотя на этом же сайте можно найти актрису озвучки, которая должна была ее озвучивать. Так что, скорее всего, она должна была быть в фильме. Где-то пишут, что в фильме не должно было вообще быть Гарри и Вампира. И еще должен был появиться новый персонаж по имени Джонни, о котором нам тоже ничего не известно. Все-таки будем надеяться, что когда-нибудь Gummy Bear International все-таки расскажет о подробностях сюжета этой полнометражки. Официальными были только несколько постеров. Один из них вы сейчас видите на экране. Потерянные песни. Gummy Bear International раньше продавали флешки в виде гамми, где были загружены песни, которых нету в интернете. Фанаты долгое время искали потерянные песни в интернете. Но флешки перестали продавать, поэтому их стало сложнее находить. И все-таки один пользователь, у которого была эта флешка, загрузил эти песни в интернет. Сейчас вы можете услышать отрывок одной из песен. Греция. В 2010 и в 2011 году Греция стала страной, где было продано больше всего мерча по Гамми.
Мало кто знает, но специально для Греции было выпущено более десятка альбомов, которые были скрыты в интернете. На экране вы видите альбомы, которые искали по всему интернету. На данный момент некоторые песни уже доступны в интернете и их можно скачать. Сейчас вы слышите отрывок одной из песен. Friday Night Funkin'. По Гамме также был сделан мод в FNF, где были такие песни как I'm a Gummy Bear, Go for the Goal и Hey Look. Также был сделан мод с Амогусом или Импостером, который тоже поет песню Гамми. И он был основан на меме с Импостером, о котором мы говорили ранее. Trick or – это довольно странное видео, посвященное Хэллоуину. В нем показывают, как люди в масках идут к какому-то дому. После того, как они открывают дверь, там появляется Гамми, ну или человек в ростовом костюме. После этого нам показывают напуганных людишек, и после этого они друг от друга убегают. Конец. И после этого играет I'm a Gummy Bear. Если бы я увидела это в детстве, я бы сильно испугалась, а сейчас я могу только поржать. Гачапин и Муку. Нет, речь сейчас пойдет не о гаче. 8 лет назад было сделано видео с Гамми, Гачапином и Муку. Если кто-то не в курсе, Гачапин – телевизионный персонаж, появившийся в детской программе Хираке Панкики и его последующий сериал Панкикис на Fuji TV. Это зеленый зубастый динозавр, которого обычно сопровождает его друг Муку, красный йети. Но раз Гамми родом из Германии, то вот эти вот, наверное, из Японии. Сама песня в этом видео тоже японская. Также на одно видео появилась аббревиатура GGM – Gummy Bear, Гачапин, Муку. Слава богу, эта аббревиатура используется только в одном видео, и больше эти двое вместе с Гамми не появлялись. В одних трусах. Знаете, когда я смотрела пилот Gummy Bear Show, мне показалось, что самые первые сцены похожи на предысторию, почему Гамми в одних трусах. Не, ну реально, а вдруг это так и есть? Сначала нам показывают Гамми в элегантной одежде, и потом появляется микрофон. И Гамми, конечно же, хочет его взять. Но оказывается, что этот микрофон за невидимой стеной. Гамми, конечно же, находит кнопку, с помощью которой он сможет пройти, но в итоге, когда он проходит, он остается в одних трусах, и его костюм порвался. И так он начинает петь. Конец. Правдоподобная история, не так ли? Родители. Помните, я говорила о канале Гамми Академи? На этом канале выкладывают видео для малышей. Последнее видео на нем вышло 16 октября 2020 году. И нам надо обратить на него внимание. Но мы сюда пришли не из-за смысла видео и не из-за ужасной рисовки. А хотя кому как. А за то, что нам там показали целую семью Гамми. Я бы сказала, что у них семейка выглядит очень банально. Например, посмотрите на маму. Ну это ж типичная бабушка, серьезно. А хотя его бабушка выглядит как прабабушка, если честно. Наверное, Гамми уже давно перевалила за 30, и у него мама уже старая, а бабушка еще старее. Хотя, если мама у него старая, то почему у них есть еще маленький ребенок? Да, это походу младший брат Гамми. Но папа еще более-менее нормальный. И дед как дед, ничего необычного. Вот у меня вопрос. Почему почти у всех есть волосы, а у младшего брата и Гамми нету? Раньше ведь изображали девочек без волос, и выглядели они нормально. А сейчас обязательно на всех медведях, кроме Гамми, должны быть волосы. Кстати, образ младшего брата Гамми мне напомнил образ Гамми из Нуки-Нуки. Не, ну серьезно, один в один. Переходим к бездне. Последний отдел будет неприятным, по крайней мере для меня. Сразу говорю, если рядом с вами дети меньше 8 лет, то лучше им отойти от экрана, потому что тут будет много неприятного. Booty Twerk. Booty Twerk — это одна из песен Гамми, которую многие фанаты возненавидели, потому что там поется про тверк. Да, это фишка Гамми, но многие восприняли это как 18+. Особенно, когда Gummy Bear International выпустили клип. И там вообще жесть, что творится. Но сейчас я поставила только безобидные куски этого клипа. К сожалению или к счастью, этот клип удалили с официального канала, но другие пользователи вновь залили его на YouTube. Но самое интересное, что аудиоверсия этого трека все еще осталась на канале Гамми Радио, который, я напомню, от создателей Гамми. Возраст. Думаю, многие задавались вопросом, сколько Гамми лет. Но ответа на этот вопрос все еще нету. С одной стороны, многие говорили, что он похож на бомжа. На старого бомжа, лет 40. Но с другой стороны, он еще маленький ребенок. А в моей АУ ему вообще 17.
Но вообще трудно понять, какой возраст у персонажей. Ведь где-то они ведут себя как умные, а где-то как тупые. Презервативы. В ютубе есть реклама, где слова песни поменяли и в руки Гами поставили презерватив. Если честно, я так и не поняла, шуточная ли это реклама или ее реально крутили по телеку. Но скорее всего она шуточная. Аутизм. Есть теория, что Гами страдает аутизмом. Кто не в курсе, аутизм – это болезненное состояние психики, погруженность человека в себя, стремление уйти от контактов с окружающим миром. Но я с уверенностью могу опровергнуть эту теорию. Если он реально страдает аутизмом и пытается замкнуться в себе, то почему он до сих пор дружит с Калой и Гарри? Или те же бабушка Питерс или мистер Кронг? Гами вроде очень общительный медведь, и на аутизм это вообще не похоже. Do you think I'm sexy? Но это намного хуже, чем Booty Twerk. Аудиоверсия этого трека изначально выходила на канале Гами Радио, но многие думают, что первое появление этой песни было на канале Crazy Gami. Но на самом деле это не так. И если кто-то до сих пор не в курсе, то Crazy Gami — это канал от Gummy Bear International, где был выложен неофициальный клип. Но на самом деле в этом клипе нету ничего особенного. Ведь весь видеоряд — это солянка из нескольких клипов, которые к Do You Think I'm Sexy не имеют никакого отношения. Этот же клип вы сейчас видите на экране. Но я скажу, что мелодия этой песни мне очень нравится. Если бы они изменили текст и поменяли смысл песни, это была бы моя любимая песня. Голый. Это, конечно, странная тема, но сейчас мы будем считать, сколько раз Гами появлялся голый на экране. Но слава богу, за все это время он без одежды появлялся только 2 раза. Первый раз это было в венгерской версии песни «Вати Вати Ву». Она почему-то отличается от оригинала. Тут оригинальное видео прерывают разные искажения и Гами, катающийся на шаре. И так он отсылается на песню «Wrecking Ball». Иногда он это делает в своем обычном облике, а иногда голый. Для чего создатели изменили венгерскую версию таким образом, непонятно. Кстати, концовка у этого клипа тоже была изменена. После оригинальной концовки Гами окончательно врезается в стену, и потом появляется оригинальная концовка I'm a Gummy Bear. Очень странное видео, конечно. Второй раз это было в 27-й серии 2-го сезона Gummy Bear Show. По сюжету Гами стал невидимым, но все-таки в какой-то момент он уже стал видимым. И так как он думал, что его все еще не видят, он решил раздеться. Я не понимаю, почему невидимыми становятся только тупые. И о том, что будет происходить дальше, у меня просто нету слов. Все в шоке, я в шоке с его тупизны. А вот эти двое, они ржут. Ребята, с вами все в порядке? Ладно, Гарри, его еще можно понять. Но Кала эту сцену делает еще лучше, то, что тут ужасная графика. Да и вообще, во всем 2-м сезоне такая графика. 18+ арты. Думаю, мало кто со мной поспорит, ведь в каждом фэндоме найдется человек, который захочет нарисовать что-то подобное. И детские фэндомы по типу Gummy Bear Show не исключение. И думаю, и так уже понятно, что Кала стала главной жертвой 18+ артов. Их даже больше, чем обычных. Но и других персонажей тоже это коснулось. Они, даже до вампира добрались. ЛГБТ. Боюсь это говорить, но походу Gummy Bear International поддерживает ЛГБТ-сообщество. И одно из доказательств — это то, что они до сих пор продают значки с главными героями Gummy Bear Show, которые держат флаг ЛГБТ. Хоть они сами не геи и не лесби, что хорошо, как по мне. Но и я уже говорила про то, что они выпустили такой эпизод в день ЛГБТ. Тем более они не стесняются вот таких сцен между одним и тем же полом. И особенно часто они бывают с Гами и Гарри. В общем, понятно, что Gummy Bear International поддерживает ЛГБТ-сообщество. Имена. Мало кто знает, но у некоторых имен персонажей из Gummy Bear Show есть второй смысл. В общем, Гамми с немецкого переводится не только как резина и мармелад, но и как презерватив. И получается, это презервативный медведь. Теперь понятно, почему с ним сделали такую рекламу. Но и Кале тоже не очень повезло. Ведь и так уже понятно, что у этого слова есть другое значение, и это слово какашка. Ну или отходы, кому как удобно. Кстати, интересный факт. В русской озвучке Gummy Bear Show чаще всего меняют название скалы на кола. И в субтитрах тоже чаще всего меняют на что-то похожее. Лишь бы избежать этого понятия. У остальных с именами вроде нету ничего необычного. Ура! Я наконец-то закончила айсберг.
Я, начала его делать в конце ноября, закончила в конце февраля. Нет, я вот эту озвучку закончила делать в конце февраля, а сам айсберг закончила в начале марта. Я уже замучилась. Думаю, это заслуживает лайка, сколько я много старалась. И я только сейчас поняла, что у этого видео ужасная дикция, так что извиняюсь. И, кстати, в скором времени я поменяю интро и аутро. Ну, на сегодня все. Всем пока.